Важнейший рубеж обороны Украины. Здесь каждый метр города опасен. Здесь звуки стрельбы круглосуточные. На Бахмутском направлении идет очень мощное перемалывание красивых средств противника. Город, где нет времени суток, дня и месяца. Здесь наши украинские войска отбивают российских террористов с земли Донбасса. Неустанное дорогостоящее наступление России на Бахмут замедляется. Потеря темпа наступательных операций России. Я так четко ориентирую, что Путин это допустить не может. Наши защитники настолько вымотали оккупантов, что им понадобилась пауза. Это Бахмут, ребята! Об этом пишут аналитики Института изучения войны. Именно это может ухудшить способность России преследовать долгосрочные цели на Донбассе. Сколько бы Кремль не отправлял своих боевиков на это направление, сколько бы денег не тратил на снаряды, личный состав и количество боеприпасов для россиян уже в декабре 2022 года ограничено. Из-за нехватки ресурсов темпы снижаются. Вначале это, конечно, были войска именно Минобороны, и особенно элитные войска. Это мы помним, даже с Дальнего Востока перебрасывали морскую пехоту. ВДВ – это элита, вооруженные силы Российской Федерации. Они считали, что легко возьмут Донбасс и фактически не будет каких-то проблем. Не каждый готов умирать за город, который находится даже не в его стране. История повторяется. Летом этого года россияне на этом же направлении взяли не просто паузу, а были разбиты. Для повторного продвижения они собирали ресурсы и новых смертников. И агрессор теряет от 300 до 600, до 800 и даже до 1000 человек. И львиная часть – это, конечно, Бахмутское направление. Те, которые собирались еще весной захватить Краматорск и Славянск. Не переживайте, мы скоро придем. Соблюдайте спокойствие и осторожность. Гоните в шею оккупантов. Людей, которые навязывают вам все эти 8 лет нацистскую идеологию. Вы все дончане, вы все жители Донецкой области. Остановились у Бахмутской линии и собирают потери в черные пакеты. Тут уже момент и престиж самого Путина. Он ставил задачи, он заявлял, что этот вопрос будет решен, особенно захват Бахмута. И в данный момент это не реализуется. Аналитики сообщают, что террористы могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу. Тактическая пауза – это на более длительный период, 2-3 недели. Оперативная пауза – это несколько дней. Вот, в том плане, что именно где-то перегруппировать, подтянуть именно силы, средства, ракетные возможности, для того, чтобы начать новые, так сказать, массированные огневые атаки и, конечно, уже более четко сгруппировать силы, те, которые понесли потери, сейчас дезорганизованы или неполный состав, например, рот, батальонов, бригад, соответственно, их докомплектовать и бросить именно, опять же, в горнило войны. Поражение признали и пророссийские военкоры. Говорят о том, что украинским войскам удалось замедлить темп российского продвижения вокруг Бахмута и его близлежащих населенных пунктов. Это только идеологический и медийный вопрос. Именно поэтому подразделения «Вагнер» так фанатично пытаются захватить этот город. Им нужно показать, что они могут сделать то, что не смогла сделать российская армия. Когда российская элитка не смогла взять Бахмут, напередок завезли Вагнер. Путин 15 сроков устанавливал захватить Бахмут и весь Донецкий регион. Фактически это не состоялось, поэтому на определенном этапе взялся за эту тему, конечно, Пригожин вместе со своим, так сказать, формированием Вагнера. И повар Путина обещал сделать все, чтобы взять город до Нового года. Он готов провести операцию со своими, так сказать, наемниками, которые имеют очень высокий уровень подготовки. Но не тут-то было. Примерно 1200 человек. Фактически они погоду не сделали. Наши вооруженные силы жестко противостояли им. И часть именно, конечно, была уничтожена или ранены. Один из русских военкоров подтвердил, что украинские войска отвергли подразделения ПИК Вагнера на позиции, которые они занимали несколько дней назад. 2,5 месяца назад активные наступательные операции. Соответственно, да, это были жесткие бои, но они исчерпали свои ресурсы. Украинские защитники буквально перемалывают противника, что даже вагнеровцы столкнулись со значительными потерями за последние недели. Они запросили буквально недели 3 назад
уже поддержку армии. То есть это была как бы альтернатива армии. Критиковали Шойгу, Герасимова, Суровикин даже где-то в некоторой степени был альтернативой. Вот сейчас они уже объединились с Суровикиным и пытались именно вместе захватить Бахмут, а дальше двигаться на Краматорск, на Славянск. И этот формат провалился. Сейчас главная вера и поддержка наших ВСУ. Ведь они делают все, чтобы выгнать навсегда врага с нашей территории без каких-либо пауз в войне.